В тихом пригородном районе города жил пожилой мужчина по имени Джек. Его жизнь была наполнена одиночеством и печалью с тех пор, как 3 года назад ушла из жизни его любимая жена Мэри. Они были счастливы вместе, но, к сожалению, у них не было детей, и ближайших родственников тоже не осталось. После смерти Мэри Джек замкнулся в себе, как будто закрыл двери своего сердца для окружающего мира. Он проводил дни в тишине своего дома, погруженный в воспоминания о прошлом, когда их смех и радость заполняли каждую комнату. Соседи, замечая, как Джек изолировался, старались поддерживать его. Они приносили ему еду, иногда приглашали на чай, но он всегда вежливо отказывался. «Мне не нужно ничего», — говорил он, стараясь скрыть свою боль. Каждый раз, когда кто-то стучал в его дверь, он чувствовал, как его сердце сжимается от тоски. Он не хотел, чтобы кто-то видел его слабость, и предпочитал оставаться в тени. Но полгода назад все изменилось. Джек, неожиданно для всех, принял решение, которое шокировало соседей. Он решил усыновить ребенка. Когда они узнали об этом, многие просто не могли поверить своим ушам. Как мог мужчина в его возрасте, переживший такую утрату, взять на себя заботу о маленьком ребенке? Некоторые даже шептались за спиной, задаваясь вопросом, зачем ему это нужно. Но Джек был непреклонен. Он чувствовал, что это решение станет для него новым началом, шансом на восстановление и радость. Вскоре после этого Джек приютил 3-летнего чернокожего мальчика по имени Сэм. Соседи продолжали удивляться, не понимая, почему Джек выбрал именно этого ребенка. Но когда он рассказал свою историю, все были шокированы. Джек объяснил, что у его жены были африканские корни, хотя она сама была белой. Он чувствовал, что в этом ребенке живет душа его покойной жены. Это решение стало для него способом сохранить память о Мэри и продолжить ее наследие. С тех пор, как Сэм появился в его жизни, все изменилось. Джек стал более открытым и дружелюбным. Он начал заново учиться смеяться и радоваться простым вещам. Каждый день они вместе проводили время, гуляя в парке, играя в мяч и читая книги. Джек с радостью помогал Сэму готовиться к школе, выбирая для него красивые тетради и учебники. Он даже стал учить его простым навыкам, таким как завязывание шнурков и катание на велосипеде. Сэм, в свою очередь, стал для Джека не просто сыном, а источником вдохновения и счастья. Он наполнил дом смехом, радостью и детским беспокойством. Каждое утро, когда Джек просыпался, он чувствовал, что его жизнь наполнилась смыслом. Он стал заботиться о Сэме, как когда-то заботился о Мэри, и это помогло ему справиться с горем. Соседи, наблюдая за их отношениями, постепенно начали понимать, что между Джеком и Сэмом возникла настоящая связь. Они видели, как Джек с каждым днем становится все более открытым и дружелюбным. Его дом снова наполнился смехом и радостью, и он стал важной частью жизни своего района. Люди начали подходить к нему, задавать вопросы о Сэме и делиться своими историями. Джек с радостью делился своими впечатлениями от отцовства, и вскоре его стали воспринимать не как замкнутого старика, а как мудрого и заботливого человека. С каждым днем Джек все больше осознавал, что любовь и семья не зависят от крови. Он понял, что никогда не поздно начать новую главу в жизни. Сэм стал для него не только сыном, но и лучшим другом. Они вместе исследовали мир, открывали новые горизонты и создавали воспоминания, которые останутся с ними на всю жизнь. Время шло, и вот настал тот день, когда Сэм должен был пойти в 1 класс. Джек был полон волнения и гордости. Он подготовил для Сэма красивый рюкзак, наполненный учебниками и канцелярскими принадлежностями. В этот момент он осознал, что, несмотря на все трудности, которые ему пришлось пережить, он снова нашел радость и смысл в жизни. Он знал, что у него есть все, что нужно, чтобы быть хорошим отцом, и что он будет делать все возможное, чтобы Сэм рос счастливым и уверенным в себе. В день, когда Сэм пошел в школу, Джек стоял у двери, гордо наблюдая, как его сын уходит в новую жизнь, полную возможностей.
Он понимал, что это только начало их совместного пути, и что впереди их ждет множество удивительных моментов. Сэм обернулся и, увидев гордость на лице своего отца, улыбнулся. Этот миг стал символом новой жизни, новой надежды и новой любви, которая наполнила сердце Джека. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.